Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, через месяц использования я расскажу вам об этом устройстве. И плюсов у него, как всегда, много, они в рекламе. В прошлом обзоре я рассказывал минусы, какие-то из них усугубились. Он не развалился, он не погиб, он сейчас на сейле, поэтому мы все будем о нем вам рассказывать. И насколько соответствует ценник агрегата его сущности, по моему субъективному мнению, я сегодня вам расскажу. Понятно, что условия стали более позитивными, то есть стало тепло, больше солнца, меньше воды, и в принципе, объективно я замучился его таскать. Я думаю, вы прекрасно это понимаете, и те, кто видели первый обзор, об этом узнали. Какие-то вещи у него стали лучше, какие-то стали, к сожалению, хуже. Все как у всех. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и контакты в описании. К слову, сейчас разыгрываются наушники One More Evo и соневские уши, поэтому смотрим описание. Мой телеграм с промокодами на Али также в описании, как и телеграм-канал взаимопомощи. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к самокату. Полетели. Приблизительно месяц назад я обозревал данную модель. К слову, обзор вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Разумеется, за время пользования появились какие-то особенности. Тестировал, как вы понимаете, я его долго и обнаружил, как и стоило ожидать, некоторые минусы. Напоминаю, что рамы самоката выполнены из высокоуглеродистой стали, плюс алюминиевый сплав и магниевый сплав. К ней претензий у меня нет. Она довольно прочная, но сварочные швы у меня лично вызывали до этого сомнения. Поиспользовал, никаких проблем нет. Далее, боковая ножка не лучший вариант. По моему мнению, можно было бы установить двойную ножку, так как в сильный ветер, хоть самокат и прилично весит, его пару раз у меня опрокидывало. Данную картину нередко можно встретить в Санкт-Петербурге с шеринг-самокатами Whoosh. Подножка у меня не сломалась, но, как я говорил в основном обзоре, дно самоката практически постоянно цепляется об асфальт при каких-либо резких подъемах или спусках. Притом ножка находится еще ниже, чем это дно. Так что дно у самоката выглядит уже не лучшим образом, но пока на функционал это никак не влияет. Не думаю, что вообще как-то будет, но вот чтобы знали. Далее, стоит отметить, что с какого-то момента он стал слегка рассыпаться, а точнее повылетали заглушки. Руль стал немного люфтить в закрытом состоянии, но хорошо, что данную проблему можно решить, подтянув винты, которые вы видите на экране. Такой стандартной проблеме, как отклинивание грипсов, уделять времени не будем, а вот ручка газа куркового типа — это в каком-то смысле фейл. После первого раза поездки под несильным дождем я обнаружил, что ручка газа стала залипать. Разумеется, после некоторого времени эта проблема сама прошла, но пару дней пришлось катать, и каждый раз, когда нужно было сбавить скорость, приходилось пальцем возвращать курок в исходное положение. Автоматом он не возвращался. Опять же, если вам не хочется разбирать и смазывать систему газа. Летим дальше. Яркости экрана в солнечный день не хватает. Разумеется, разглядеть на нем что-то можно, но приходится вглядываться. Также на нем появились небольшие потертости, и лично у меня остается загадка, откуда они появились, так как экран по большей части только контактировал с ветром, ну и дождик на него попадал. Напоминаю, Navi Scooter N65 оснащен бесщеточным двигателем номинальной мощностью 500 Вт и максимальной 900 Вт, которые расположили в переднем колесе. И вы, да, ощущаете, что при 500 Вт должны уже права мы иметь. Электросамокат имеет 4 скорости и максимальная скорость 25 км. Опять же, залочена в нашем регионе. В другом регионе, как я знаю, разлочен он до 35. По мне, 25 для такой махины это более чем. Аккумулятор емкостью 12,5 тысяч мАч и полного заряда хватает на в среднем 37 километров. Раскачался аккумулятор, но опять же напоминаю, что я вешу 76 килограммов, и если вы будете весить больше, то, соответственно, пробег будет еще меньше. Если вы будете кататься в ветреную погоду, то пробег может быть и 20 километров на одном заряде. В целом я ставлю его подзаряжаться на ночь, и еще ни разу на полпути самокат не разряжался. К минусам я, кстати, отнесу то, что в программе, к которой вы подключаете самокат, постоянно километраж сбрасывается. По проходимости самокат великолепен. В подъем он тянет без проблем. По бездорожью ездить на нем удобно, но я не советую. К слову, чтобы тронуться с места, нужно для начала оттолкнуться. Это дело изредка напрягает, так как ручка газа не всегда срабатывает, при том, что я уже, отталкиваясь ногой, набирал приличную скорость. Пробовал различные варианты решения этой проблемы, на данный момент безрезультатно. Приложение под названием Goo Navi работало и работает корректно. Каких-то проблем я не встречал, кроме того, что он сбрасывает километраж, и засечь можно только по GPS
весу, сколько я на нем проехал. Обновление прошивки не прилетало за этот месяц, к сожалению. Напоминаю, что у меня еще была поначалу проблема с блоком, но она решилась просто. В конце концов, вы всегда можете в службу поддержки закинуть номер своего самоката, они вам скинут пароль. Если говорить в общем, то за месяц я не столкнулся с капитальными проблемами, которые не решить самому, ну, кроме низкого дна, как по мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Логично, что ролик выходит по той причине, что сейчас начинается сейл на этот самокат. И ценник, я считаю, на него более чем адекватный, опять же, для людей, которые весят больше 80 килограммов. Если вы весите меньше, то, в принципе, можно и полегче что-то выбрать. Но это лично мое мнение. Опять же, топов никто не отменял, а топы это точно не Нави. Хотя Нави уже давно выпускает скутеры, их довольно много, фидбэка много, фанатов тоже хватает. Поэтому, смотря как смотреть. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок по ссылке в описании, участвовать в конкурсах и писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Скоро будет Neo 6 от IQO, завтра будет Mi Band 7. Резюмирую, как многие напишут в комментариях, и я с ними согласен, для такой мощи, по идее, нужны уже права. Это уже другая история. Для такой массы, по-любому, нужен уже взрослый человек. То есть это не подростковый самокат однозначно. Тащит, да, то есть даже если вы килограмм 120, я уверен, что он будет вас переть и даже не заметит. Бордюры, поребрики и все остальное, ну а где этого нет? То есть если вы живете в России, вы по-любому будете это дело цеплять. Умер ли он? Сломалась ли подножка? Либо еще что-то произошло критичное? Нет, критичного нет. Он все еще дееспособен. Как долго он проживет, можете узнать у меня в комментариях. Почему? Потому что, опять же, те условия эксплуатации, которые ему суждены были в течение этого месяца, к сожалению, частями не такие, какие должны быть по паспорту. То есть логично, в дождь в нем катать нельзя. С одной стороны. С другой стороны, вы же понимаете, что вы если куда-то поехали, и вдруг там дождь, вы не потащите его на себе в пакете. И от этого идут какие-то, соответственно, минусы. В целом, рекомендовать я его могу, но опять же только людям массы больше 80 килограмм. Почему? Потому что если вы массой меньше, вам будет его тяжело носить. Идеально по весу он для килограмм 90. Если брать пересеченку, ну вы серьезно будете для поля покупать самокат, тем более существуют там совсем другие модели, которые с еще большими колесами. Компактность из десятки единица. То есть по мне решения вот эти с разборкой, сборкой, они все равно неудобно. Вы замучаетесь его разбирать и собирать, и все равно вы будете его поднимать, спускать, катать и все остальное. В целом, как любой человек, который гуляет по улицам и видит машины, напоминаю, что это транспортное средство повышенной опасности. То есть, если перед вами выскочит кто-то, еще что-то произойдет, то вы легко можете не только сами убраться, но и кого-то покалечить. Поэтому то, что он залочен по скорости, это хорошо. Я уже, в принципе, все сказал. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Допустим, недавно я рассказывал, как выгодно покупать на Авито. Почему? Потому что Киви на Алиэкспрессе отрубили, и не факт, что он появится. То есть у нас на бирже курс 53, у Алиэкспресса курс 66. Насколько это приятно? Ни насколько. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.